Всем привет! Это начало видео «Смехотреники 2». Я думал, как начать, на какой локации. В итоге снимаю на балконе. Вот такой вот вид. Красивенький. Вот. В этом видео будет больше разговоров. Меньше как-то вот именно спортивной части. Потому что, я подумал, каждый подход снимать и выкладывать, как-то не очень. Пробуем, тестируем разные, так сказать, форматы этой рубрики, вот. Разные форматы. Досматривайте видео до конца, это самое главное. И пишите в комментарии вообще, как вам нравится лучше, какие-то идеи для дальнейших обсуждений, то есть там, чтобы мы видео какие-то темы затрагивали или еще что-то, что вам нравится, что не нравится. Короче, пишите что-нибудь, пожалуйста, пишите, пожалуйста. А так все. Сейчас начинается приседание. Каково это быть участником «Смехотреники 2» видео? Это печально. Ладно. Это прекрасно. Я прикоснулся к частичке прекрасно. Я стал частичкой прекрасно. Сегодня приседать будем, если что. 200? Я не буду 200 приседать. Меня придавит. 200 на 10 примерно, вот такое ощущение. 200 на 10? Да. На 10 чего? На 10? Ты не видишь мои ноги? Я каждый день, килограмм 300. 200 на 10 сломанных коленей и порванных жоп? Почему у вас такая прическа? Я продал свои волосы Кому? нуждающимся людям. А может На вы пересадку волос. косите под слово пацана? Нет. Оно косит под меня.
Истории смехотреников. Часть первая. Короче, еду, Мотор. значит, я на тренировку сегодня. На электричке сижу, да, 40 минут. Мне надо сидеть. В итоге моя станция, я встаю, и у меня так резко свело жопу, что я чуть не упал. Я просто стою, держусь за ручку, я такой, ай, как же. Подбегает мужик, ловит тебя за жопу, такой, не падай, брат, я держу. Я А страхую. мужик сзади был. Опа, вот это было опасно. Или нет? Все кайфанули. Вообще легко. Еще раз здесь его сделал. А ты сколько сделал? 6. 6? Я смотрю, у меня там правый блин уже, он такой, ой, уже уйти, думаю, ты думаешь, блин. Сейчас было именно самое умное решение в моей жизни. Я первый подход сделал 6 на приседании с 90. И потом для YouTube Shorts сделал 10 следующим подходом. Это именно гениальное решение. Я сделал, чуть не задохнулся, не умер, но сделал. Сейчас у нас будет жим лежа ногами. Вы сейчас наблюдали первый в мире сонный жим. Сонный паралич. О! Помогите, после приседа не могу дышать. Дышать или Я встать? задохнулся. Нет, все, я умер просто внутри. Это инсайд. Что вы скажете о первой части смехотреников? Какие дальнейшие продвижения? Если не считать, что это было 14 минут вертикального видео, то нормально, сойдет. Что планируется во второй части? Она сейчас. Ну, а второй части конкретнее? будет, Какие будут улучшения? Будет больше разговоров о важном. Так. Допустим, как мне сводит жопу в любой удобной возможности. Это самое важное. Что еще? Я предлагаю писать какие-то... Чтобы люди писали какие-то комментарии, и мы обсуждали эти темы. Да. Только нормальные темы. Вообще Без- можете любые темы писать, мы все обсудим, кроме политики. Кроме политики и религии. И химии. О, И химии. ну, в школе. Ну, в Химия. школе, конечно, да. Ну, типа там, да. Тринбаллон ацетат. О, Что там еще? Сустанол. Вот это вот все. пару. Расскажите, какие у вас планы на дальнейший спортивный год? Ну, вообще, сейчас я вешу 61. У меня Так. планы, либо весовой 60. Я как минимум делаю мастер спорта, это 112,5. И потом уже начинаю, получается, набирать вес. Либо я набираю вес, и уже как намного больше надо будет делать. Но вообще, мастер спорта минимум надо сделать. Ну, СМК, конечно, можно. Но это надо прям стараться. Мгм. С учетом, какой я инвалид,
это такое сомнительно. А так, ну что, набирать вес, набирать веса есть на тренажерчиках всяких. Да и в принципе все. Снимать видосы для вас, смехотреники. Часть 2, let's go. А конкретнее МСМК на чем хочется? Что? Конкретнее МСМК на чем хочется? На жиме? Жиме лежа, конечно. Другое я не сделаю. Я присяду со стола уже упаду. А если становая? Не, стану тяжело тоже. У меня очень слабая спина. Надо ее... Это получается спину надо закачивать жестко. Да, блин. Возможно, не получится, потому что из-за того, что у меня с детства плохая осанка, это изначально мышцы спины все уже ослаблены. Перед подходом. Что? Перед последним, ну почти последним подходом. Заключительно. Заключительным. Что вы можете сказать о ваших планах на год по спорту, залу, ну, может быть, по жизни? По спорту, залу, ну, наверное, я думаю, войти в весовую до 85, хотя бы, то есть поднабрать, вот. Но перед тем, как набирать, нужно хотя бы пожать, ну килограмм 120, вот. В принципе, к концу года, считая, что сейчас, возможно, в теории я пожму 110, но это очень теоретически, то, ну, поджать килограмм, ну, 125 к концу года, хотя бы 125. Присед, ну, в общем, присед многие постараются очень сильно подтянуть, хотя бы до двойного своего веса приседа. Что еще? Становая, ну, килограмм, ну, 180 хотя бы становая к этому концу года вытянуть. Я думаю, к февралю, ну, к началу февраля можно попробовать на разик все сделать. Это жим, присед, становая. И уже отталкиваться от этих результатов дальше. Ну, как-то так. А по жизни что? Закончить учебу, начать зарабатывать бабки. Прям глобально что-то. Ну, продолжать поиск своего какого-то любимого дела, чтобы оно приносило, ну, хороший доход. Как-то так. А участие в смехотренingах — это не любимое дело? Участие в смехотренingах — это уже не любимое дело, это частичка жизни. Toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro. Hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor. У меня ноги, блядь, чуть не уехали. Как ваши ноги? Держаться, не Я падать. не чувствую пейн. Я не чувствую ног. У тебя их нет, Бобби. Мы неожиданно перешли с 40 килограмм на 200. Решили не снимать каждый подход по 15 раз. Поэтому, ну, мы делали. Это все было хорошо, не волнуйтесь. Вот. Сейчас мы пойдем на последний подход делать Матвей. Вот. Он умрет сейчас. Вот. И мы пойдем на разгибание ног. Вот. И потом уже будем делать что-нибудь другое. Сейчас расскажу интересную такую ситуацию. Почему я такой прыщавый стал? Химик. Ой. Интересную ситуацию. Пошли набирать воду с Матвеем. Подходит к нам пацанчик, такой спрашивает: вы блогеры? Мы такие, ну, начинающие, так сказать. Он такой: давайте там свой канал, типа, подпишусь, буду смотреть. Мы такие, нифига себе. Респект пацану, то есть он там сказал, ты сам подошел, вот, сказал, как бы, ну,
поддерживать начинающих как бы надо, и это прям такая ситуация интересная. Респект пацанчику. Делайте добрые дела, и они обязательно к вам вернутся. Ai, você me dá muito calor. A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor. Vai, vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão. 50 килограмм тяжело. Я предлагаю контент. Знаешь какой? Так, Повторить тренировку Тома Платца. Чтобы мы из зала просто не вышли, а выползли, блядь, на бровях. мне кажется, на первом упражнении мы закончим карьеру с нашу. Ну, там присед, потом вроде гак, потом жим ногами, потом вот здесь вот, потом обратный бицепс бедра, икры, и вроде все. И потом доделать еще приседания, да? В самом конце еще один раз. Я думаю, мы после приседа на гаках уже отъедем. Не, ну вообще можно. Но это нужно прям запастись максимальным терпением, предтренingом и быть готовым ко всему. И вообще можно повторять чьи-то тренировки. Попробуй. Ну, по весам, конечно, не получится. Ну, по весам свои веса, что уж. Но вообще можешь попробовать. Кто-то как Это бы с чего-то... следующее видео на канале. Кто-то с чего-то начинает всегда, правильно? Правильно. Да, конечно. Поэтому осуждать Мы так нельзя. листы. Осуждать нельзя, только поддерживать. Да. 0 осуждения, 100% одобрения. Вот здесь сейчас подумай. Мы занимаемся в зале. Мы когда ходим в зал, где-то всегда часа 3-4 точно здесь проводим. И прям кайф, чувствуется прям. Ну нет такого, что блин, в зал идти, время столько тратить. А вот люди вообще не занимаются, а ходят в зал. Я вот не понимаю почему. Просто из-за того, что люди ленивые. Это в комментарии напишите ваше предположение, почему кто-то не любит ходить. Может, вы тоже не любите и тоже напишите, почему. Я считаю, что типа, ну это такой, знаешь, тип боли после зала, во время зала в мышцах, что, ну немногие, допустим, понимают его и, ну типа любят. То есть все равно это там первые 2 дня это тяжело, и кому-то, ну, не нравится это, кто-то не готов к этому. Опять же, нагрузка там разная бывает, что на сердце, что на... В общем, кто-то, ну, психологически просто не настроен на это. Как по мне, это все равно из детства же берется. Ну да, по факту. Я всю жизнь как-то занимаюсь, поэтому для меня тяжело не заниматься вообще чем-то. Просто если в детстве-то по факту не привили вот это вот любовь к спорту, то потом уже, ну, человеку будет просто неинтересно. Не, может, конечно, когда раскорячить, типа, нужно заниматься спортом, тогда да. Надо провести социальный опрос. Социальный опрос в зале DDX Да. Новогреева. Да. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor. Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor. Vai, vai. Нет слов, одни эмоции. Нет слов, нет эмоций, просто ноги. В камеру аж не влезают. Сейчас мы после у кого-то смертельного дропсета, у кого-то просто подхода последнего, мы пришли сводить история присоединения жопы будет сейчас снова здесь. Ну так, сейчас быстренько чуть-чуть там посводим ножки, потом будет икры. Смите.
Да. И все. И потом в сауну. Возможно, небольшой фрагмент из сауны тоже будет. В туалет сегодня я не пойду. Как обычно, меня свело жопу. Это база. Ее всегда сводит при любом упражнении, даже при бицепсе. Как вам тренировка ног в общем? После Нормально. первая тренировка ног в году. Нормально. Просто приседа хотелось, пойти просто осуждаю. Вот так нормально. Небольшие, познавательный небольшой контент. Когда вы делаете икры, всегда снизу и сверху вы должны задержаться на секундочку. Так будет намного лучше. Не вот так вот просто чик-чик-чик-чик-чик, а всегда делать задержки снизу и сверху. Запомните. Чуть-чуть статики добавить. Что вы чувствуете на данный момент? Что я чувствую? Я чувствую результативный день ног. Первый в этом году. Он успешный, тяжелый, трудный. Как и все дни ног, но успешный. День ног. Тяжелая штука. Даже не блевал. Надо ее пережить. Как и любые трудности в жизни. Закончили нашу первую тренировку. Мы сейчас смотрели делать последний подход. Он делает. Вот. Сейчас мы пойдем в сауну. Может быть, сейчас какой-нибудь фрагментик там из сауны чуть-чуть получится, но если никого там не будет. Вот. А так, вот это вторая такой видосик у нас в смехотренике. Больше решил попробовать больше именно разговорного какого-то части видео, то есть не только подходы и мало разговоров, больше разговоров, чем подходов. Посмотрим, как вам понравится, не понравится, поэтому пишите. Что ж, такой получился видосик. Уже прошло много часов, дней, пока я его смонтировал. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайк, пишите комментарии, колокольчики, там подписочки, все вот это. И всем пока.